Говорят, что Германия некрасивая, что в ней нечего делать и нечего смотреть, что все здесь одинаковое и предсказуемое. Я и Стас прожили в этой стране целых 6 лет, не как туристы, а как местные жители, и для себя поняли, что мало что кроме дурацких стереотипов знаем об этой стране. Стране, которая стала нам на самом деле вторым домом. В этом видео мы хотим показать вам Германию, какой видим ее мы, поделиться с вами ее жемчужинами, уникальностями, которые удивили нас и невероятно восхитили. В этом видео мы покажем вам то необычное, особенное и да, правда, красивое, живое, что мы нашли здесь. Для этой цели мы взяли с собой машину, рюкзак с камерами, нас двоих и посвятили этому путешествию целый месяц. У многих из нас путешествие ассоциируется с чем-то новым, чем-то далеким и другим. Мол, садишься на самолет, летишь куда подальше, и вот там-то будет другой мир. Открытия всякие, вдохновение, отдых, дзен и благодать. А что можно смотреть в своей стране? И главное, зачем? Что тут рассказывать? Все ведь и так видели и знают. Да и вообще, разве может быть интересным то, что ты и так видишь изо дня в день? Однажды для меня стало большим открытием, что то, что для меня является привычным, обыденным, может быть для кого-то тем самым другим миром, порталом в истинное вдохновение. Так мне пришла в голову идея создать выпуск про Германию. Стасу эта идея тоже, кстати, понравилась, и мы хотим показать вам этот выпуск. И этим выпуском вдохновить вас исследовать. Исследовать даже то, что кажется простым и привычным. То, что вы уже давно знаете, как свои 5 пальцев, и 200 раз видели. Исследовать, чтобы открывать в этом новое и свое, уникальное. Открывать в этом вашу настоящесть. Пару месяцев назад я и Стас сели в машину и проехали 10 тысяч километров. Первую часть по Скандинавии мы прервали, потому что развернулись на полпути посреди нашей поездки в Швецию, толком не успев увидеть всю страну. Почему так случилось, если вы еще не в курсе? Жмите вот сюда. Здесь первая часть нашей истории. В момент, когда мы грустные и унылые плыли на теплоходе обратно, мне пришла в голову необычная идея. Что если то, что мы развернулись на полпути, было не поражением, а нашей самой большой удачей? В тот день на душном теплоходе, где мы оба не знали, куда деться и что делать дальше, родился наш новый фильм, который вы сейчас видите. И мы решили дать этому шанс. И на этот раз мы покажем вам Германию, про которую мало что знают даже сами немцы, с которой мы лично впервые сами познакомились. Первой остановкой на нашем громадном пути стал самый отдаленный регион страны, который называют Амазонкой Севера. Место, в которое не приезжают туристы, по крайней мере, с той целью, с которой сюда приперлись мы. Кто еще, кроме нас, в свой отпуск лазит по болотам? Что мы тут вообще забыли? А вот много что. Во-первых, на Амазонке Севера можно найти самые редкие и исчезающие виды планеты, словить массу впечатлений, офигеть и восхититься в одном флаконе. Вот чему тут восхищаться в этих болотах, спросите вы? А вот, например, диким страусом. Да, вам не показалось. Диким страусом. Такие есть в Германии. Во-первых, это дикие популяции южноамериканских нандо, те самые, что живут в жарких субтропиках. А мы с вами вообще-то на самом дождливом севере Германии. И тут такое. Нанду развивает скорость почти как шведские лоси до 60 км в час только в Мекленбурге, где их почти 600 особей. Кроме страусов, в здешних местах можно найти редких серых журавлей. Весной они прилетают сюда, как на курорт. Как мы с вами на море
Они тоже любят солнышко и целыми стаями, аж до 70 тысяч штук, устраивают здесь свой санаторий. Представляете себе такую громадную галдящую толпу. И все в санатории. Это, кстати, те самые, которые танцуют великолепные танцы, такие брачные. Весной они устраивают здесь настоящий изящный балет под открытым небом. И тут у них, кстати, рождаются такие пушистые, крохотные малыши. Я не знаю, как вы, лично я, когда снимала все это, я испытывала сильный восторг. Не каждый день видишь журавлей, да еще и в дикой природе. А тут такое. Эх. А еще здесь есть орлы. Громадные морские орлы, приближение которых можно легко узнать по поведению всех остальных птиц. Чтобы снять эти кадры, я и Стас облазили все возможные варианты местных хайдов, лесов и мокли, много мокли под дождем. Но знаете, все это было настолько необычно и непривычно, что даже мокрые кроссовки стали для нас приятным воспоминанием. Вижу, что страусами и журавлями вас как-то не сильно удивишь. Что, мол, в них такого? А тогда давайте удивляться Любеком, городом, из которого начали те самые страусы на Анду распространяться. Любек был и остается одним из самых фотографируемых и самых мистических городов Германии. Название у него странное. Слышите? Любек. Все правильно, оно не совсем немецкое, оно славянское. Потому что до основания города здесь жили славянские племена. Они основали поселение Любич, откуда потом и пошло название современного города. Любек — это город, окутанный тайнами, мистикой, легендами. У него вампирская репутация. Все потому, что славяне верили в нежить и в упырей. Для любителей фильмов ужасов и вампирских саг на севере Германии можно найти одно козырное место. Возможно, кто-то из вас узнает эти соляные склады, потому что именно здесь снимали первый в истории кино фильм ужасов, и он был про вампира Носферату. Любек играл роль Трансильвании в фильме. Сцены были немые, в них рассказывали о жизни Дракулы на немецкий манер. Сегодня в Любеке можно пройти по пути Носферату и почувствовать себя бессмертным, хладным вампиром. Вообще Любек — это один из тех городов, который подталкивает придумывать и рассказывать легенды. Любек вдохновляет увидеть много по-новому, придумывает свое. Да, здесь очень много всяких кривых таких улочек, бесконечное множество кофеин и ресторанов. Возможно, я не удивлю вас, если скажу, что Любек — это теплая столица сладостей и особенно марципана. Хотя репутация у него холодная и вампирская. Здесь, в Любеке, изобрели эту самую сладость марципановую и производят ее больше 200 лет. Здесь, кстати, есть ее музей. Да, самые вкусные марципаны можно найти и попробовать именно здесь. Но давайте снова вернемся в природу. Есть на севере Германии место, где можно прогуляться по макушкам деревьев, потрогать их и почувствовать себя диким орлом. Этот проект — 7-этажный дом высотой. Представьте себе 7 жирафов, стоящих друг на друге. Так вот, это высота местной громадной смотровой башни, откуда можно увидеть весь Гамбург в хорошую погоду, северную столицу Германии. Зачем в Германии строят такие площадки, как вы думаете? Напишите нам в комментариях. Написали? Точно? Окей, тогда расскажу. На самом деле все просто. Такие тропы — это исследовательский объект для изучения лесной экосистемы. В кронах деревьев живет до 50% всей лесной биомассы. Это мхи, лишайники, птицы, насекомые и даже летучие мыши. Обычно этот уровень закрыт для людей и для ученых, потому что подниматься по деревьям или строить временные леса, сами понимаете, не очень приятное дело и трудоемкое. Через эту тропу все ученые получают постоянный и долговременный доступ к экосистеме леса.
В кронах легче измерять температуру, влажность леса, уровень углекислого газа и даже следить за фотосинтезом, тем самым, который мы с вами изучали в учебниках по биологии. Это помогает понять, как лес реагирует на потепление климата, на загрязнение и как он вообще живет и восстанавливается. Это великолепный вариант школы под открытым небом. Это как ходить по страницам живых учебников по биологии, и когда ты буквально идешь по лесу и чувствуешь, как он живет, чем он дышит. Здесь можно измерить рост стволов и ветвей в реальном времени, измерить климатические параметры, изучать, как птицы и растения живут на высоте. В общем, это все настоящая живая научная станция, которая показывает, как лес создает свое здоровье и как деревья общаются между собой. На таких тропах было сделано много открытий. Например, здесь нашли десятки редких и неизвестных насекомых, бабочек, паучков, жуков, которые живут только в верхних ветвях и никогда не спускаются вниз. А еще здесь открыли, что птицы живут по этажам, прям как мы с вами в многоэтажках в больших городах. Лес — это все один большой птичий город. И чтобы не было конкуренции и всего на всех хватало, птицы придумали гнездиться по этажам. Да, это такой принцип голубого океана в действии, когда все выигрывают. И если я вас вообще никак не удивила, добавлю еще, что лес выпускает настоящие облака пыльцы, которые видно даже на спутниках и радарах. Как-то в ролике про Мадейру я рассказывала, что бабочки опыляют манго вместо пчел. Так вот, в немецком лесу на таких тропах пыльцу на деревьях опыляют летучие мыши. Еще раз, не пчелы, летучие мыши. А еще на высоте есть целые колонии грибов. Грибов, которые растут на высоте 14-этажных домов. Лес — это настоящая кладезь, сокровищница и сердце нашей планеты. И вот такие тропы помогают нам лучше понять ее, прожить, почувствовать, соединиться с ней. Лес — это наш естественный кондиционер. Он смягчает перепады температур, удерживает много влаги, выделяет особые эфирные масла, которые мы с вами запоминаем как уникальный воздух леса. И как же здорово, что есть такие места, где можно обрести это чувство единства со всем миром, состояние целостности и гармонии. Мы с вами существа природные, мы все живые. И, может быть, если кто-то из вас потерял это все из виду, наша общая прогулка по верхушкам еловых и сосновых красавиц напомнит вам обо всем этом. Природа — это первое, что приходит на ум, когда слышишь слово «Германия». Да, я понимаю, у многих из нас ассоциация с этой страной — пиво и сосиски. И мы тоже так думали, что больше тут нечего смотреть и некуда поехать. Фу, мол, Германия, скука какая, что тут делать-то? Но подождите, мы только в начале пути, и впереди еще много всего интересного. И если север Германии не для вас, тогда поехали вместе в самый незнакомый и самый нетуристический район страны, в самое ее сердце. Когда смотришь на карту Германии, видишь одни сплошные поля и равнины, особенно на севере и в центре. А тут бац, и прямо посредине поля выросло это чудо. Его называют Северными Альпами, раем для животных и шабашем для ведьм. Да, странное такое сочетание, понимаю. И все это про один малоизвестный регион. Наверное, один из самых любимых и для меня, и для Стаса. Знакомьтесь, это Харц. Харц — это место вдохновения самых талантливых, самых гениальных, творческих людей Германии. Сюда народ ехал найти себя и свою музу. Для тех, кто из вас слышал про Фауста Гёте, сейчас будет вдвойне интересно, а для тех, кто не в курсе, что это за дядька такой, садитесь поближе, сейчас расскажу. Гёте — это величайший писатель и мыслитель Германии. Он был ученым, философом и драматургом. Известен он тем, что написал книгу про жизнь своего Фауста,
ученого, исследующего смысл самой жизни. Почему я рассказываю вам это здесь, в Харце? Потому что именно Харц и его гора Брокен описывается в Фаусте. Именно Брокен считалось тем местом, где в ночь на 30 апреля собираются все ведьмы в мире. Об этой легенде как раз и описано в Фаусте. В туман здесь можно увидеть брокенский призрак. Это когда тень человека в тумане окутывается всеми цветами радуги. Многие в старину воспринимали это как видение духов. Гёте сам лично трижды поднимался на Брокен со своими экспедициями. Он очень любил это место и даже описал его в своих туристических заметках. Он прошел путь длиной 1141 метр до самой высокой точки Харца. Здесь торфяные болота, водопады, головокружительные панорамные виды, ущелья и даже геология. Этот маршрут прошел и Стас, и по его словам он сильно зарядился здесь разными приятностями. Вот эти волшебные расцветные кадры наблюдал вживую и снял именно он, пока я спала и видела свои сны про Фауста. Кстати, Гёте писал Фауста аж 60 лет, и это оказало влияние даже на Ницше. Многие явления, которые писатель нашел в Харце, он перенес в свою книгу и написал так: «Сэр, теория суха, но древо жизни вечно зелено». Сама жизнь вечно зеленая, как говорит Гёте, и его можно понять. Посмотрите на Харц. Сколько оттенков зеленого вы можете насчитать? Напишите нам потом в комментариях. Я думаю, многие, кто побывал здесь, кто видел эти туманные леса и прошелся по тропе гения, кто видел силуэт Брокена, уже создал или обязательно создаст свои особенные шедевры, которые восхитят весь мир своей уникальностью. А мы с вами обязательно пожелаем ему в этом удачи. Харц был богат серебром, медью и цинком. Аж с X века здесь добывали руду. И поэтому здесь есть две ценные жемчужины. За первой из них я и Стас гонялись пару дней на машине и прятались в кустах. И это сейчас не про птиц. Вы когда-нибудь пытались на машине обогнать поезд? Нет? Попробуйте как-нибудь. Ребята, вы не поверите, но мы на машине пытаемся обогнать поезд. Я и Стас задумали нечто необычное, поэтому да, мы гонялись на машине за поездом. И в конце концов оказались вот здесь, в кустах. Что ж там за поезд такой, раз мы рассказываем о нем вам с таким придыханием? А? Кто из вас смотрел Гарри Поттера? Кто из вас мечтает покататься на Хогвартс-экспресс? Тут я. Хорошо, ставьте лайки, если вы тоже. Да. Так вот, это тот самый поезд. Это Хогвартс-экспресс на немецкий лад. Перед вами настоящий паровоз. Это прямо-таки аттракцион во времени. Да, машина времени. Он едет туда, где живут все ведьмы. На Брокен, помните? А поднимается он через серпантины и туманные еловые леса. Тут все как 200 лет назад. Старинные вагоны, деревянные сиденья и запах угля всюду. И самое главное, готовы? Вот этот свист. Как вам описать эти чувства? Вот как? Представьте себя ребенком, который смотрел фильм «Назад в будущее», и там есть этот знаменитый паровоз, машина времени. Ох, ребята, как же это круто! Во-первых, это котел на колесах. Тут сжигается уголь, нагревается вода, и пар под давлением вращает поршни. Колеса движутся. Слышите как? Такие паровозы стали двигателями промышленной революции и символами железных дорог, и их назвали железными лошадями. Эти самые лошади могли развивать скорость до 160 км в час, и для того времени это было прям быстро. Мы приехали сюда летом, но самое красивое время кататься на харцевском поезде — это зима. В Рождество здесь вот совсем волшебно. Просто посмотрите. Знаете, вера в доброе
Вера волшебная — это то, что делает нас всех настоящими. Показывая этот поезд вам, нам бы хотелось, чтобы внутри вас проснулся тот самый дух приключений, тот самый настоящий вы, которому море и кусты по колено. Для меня этот поезд — это символ такой настоящести. Оставлю вас здесь на минутку, чтобы у вас была эта возможность включить в себе свое «Я». Помните, я сказала вам, что в Хартсе 2 жемчужины? Так вот, это вторая. И имя ей Гослар. Серебряная столица Священной Римской империи, наследие ЮНЕСКО, средневековый клад и фахверковая сказка — это все точное описание одного и того же места — Гослара. Гослар чеканил серебряные монеты 1000 лет подряд для всей империи. Здесь нашел серебряные шахты ослик, который обронил свое седло с серебром. Ходят слухи, что местные серебряные жилы охраняют призраки и ведьмы. Но мы же с вами в Хартсе, помните? Гослар — это главная резиденция немецких королей и императоров и самая красивая, на мой взгляд, рождественская ярмарка Германии. Здесь проходят парады стрелков, костюмированные шествия и праздники. Гослар и праздник — это синонимы. И чтобы впитать в себя эту атмосферу праздника, давайте просто прогуляемся здесь и разрешим себе это праздновать. Ведь радость — это именно то, что делает нас живыми, вечными и бесконечными. Возможно, это и имел в виду Гёте, когда философствовал от имени своего Фауста. Каждый выпуск мы показываем вам события, которые переворачивают нашу жизнь с ног на голову. События, которые мы запоминаем в мельчайших деталях, я и Стас. То ли Хартс так сильно нас вдохновил, то ли мы смотрели на все это влюбленными и благодарными глазами. В общем, место это подарило нам одно из самых волшебных и удивительных событий за всю нашу жизнь. Ехали мы со Стасом после съемок Гослара, уставшие домой, как в Швеции. Ничего не предвещало фейерверков. Вечер. Нам хотелось спать. И есть, как всем нормальным людям. Я мягко и устало стекла, как желешечка, по сиденью нашей машины. Что-то внутри дернуло меня посреди поля в сумерках повернуть голову в окно, там, где сидел Стас. Ребята, я просто завизжала. Я завизжала: «Разворачивай быстрее, разворачивай машину назад!» Стас не понимал, о чем я кричу. Там, я не знаю, как Вселенная работает, но иногда мне кажется, что ей нравится спонтанно удивлять, чтобы эффект от ее подарков нам всем был как можно острее. И этот подарок был, наверное, самым сильным из всех, что можно было бы только пожелать. Вы видите его на своих экранах. Живое чудо в дикой природе, в обычный, ничем не примечательный вечер. Наверное, Хартс научил нас замечать большее и быть открытыми, принимать. Ведь мир — это настоящее сокровище, которое так сильно любит радовать и радоваться вместе с нами. Возможно, поэтому чудеса случаются так, без предупреждения, спонтанно, легко, удивительно. И чтобы вы все вместе с нами еще больше убедились в этом, мы оставим вас здесь погулять, побегать, потанцевать, отпраздновать вместе с нами. И пусть сама красота наполнит души каждого из вас. Вдохновленные от кончиков пальцев до макушек, я и Стас поехали дальше, в район, который многие знают как границу цивилизаций. В долину символа всей Германии, величайшего и могущественного, мудрейшего Рейна. Мы с вами в Хессене, ребятушки, одним из самых богатых регионов страны, в том числе благодаря и Рейну. Во-первых, по этой реке можно совершить путешествие из Северного моря в Черное.
Во-вторых, это крупнейший порт-гигант, находящийся на реке. Не в море, на реке. Название у него древнекельтское, но известно оно еще в древнеримские времена. Рейн берет начало в швейцарских Альпах. Здесь есть что посмотреть и есть чем удивиться. И начнем мы с вами вот с таких пейзажев. Таких подков в районе Рейна много. И если вы ищете, где встретить незабываемые рассветы или закаты, ищете романтику, то здесь этого в избытке, в изобилии. Вообще изобилие и Хессен — это синонимы. И чтобы в этом убедиться, мы покажем вам столицу этого региона — Франкфурт на Майне. Скажите, вам не кажется, что это не Германия? Нет? Ничего не напоминает? Второе название Франкфурта — Майнхэттен. Да, это такой немецкий Нью-Йорк. Франкфурт — это финансовая столица всей Европы, штаб-квартира Европейского Центробанка и крупнейшей в мире биржи. Если вы хотите посетить денежный тренинг, чтобы прокачать свои денежные потоки и вибрации, и ищете, какие бы вам курсы пройти, просто приезжайте во Франкфурт. Погуляйте здесь часик-два, и понимание, что такое денежная энергия и как с ней взаимодействовать, выстроится у вас на всех уровнях. Богатство и Франкфурт — это как два брата-близнеца. Прошлое и настоящее Франкфурта связано с деньгами, с торговлей и с богатством. Здесь живут 13 миллиардеров и более 80 тысяч миллионеров. Здесь много, очень-очень много филантропов, благотворителей и гениальнейших предпринимателей страны, у которых есть чему учиться. Я не просто так сказала вам про денежный тренинг, потому что для меня Франкфурт — это энциклопедия денежной мудрости и философии богатства. Этот город буквально говорит: мир изобилен, все двери перед тобой открыты, все возможно, давай, вперед, у тебя все получится. Франкфурт — это город польза, город-выход за рамки и границы всего, что можно только вообразить. Этот город не видит препятствий, он ищет возможности всюду, и поэтому здесь такие здоровенные, безграничные небоскребы. И знаете, я благодарна, что смогла сюда приехать и даже пожить здесь пару месяцев. Потому что именно этот город помог мне и Стасу решиться на главное — проявляться и идти вперед. Каждому из нас мир открывает множество возможностей, множество путей, чтобы мы могли реализовать свой потенциал. Я увидела знаки и поддержку в этом городе, и, возможно, после того, как вы увидите Франкфурт в этом видео, вы сможете найти для себя в богатстве и в деньгах что-то хорошее. Дело в том, что мы боимся светить и боимся быть богатыми. Да, многие из нас. Мы боимся проявлять свои таланты и свою силу по разным причинам. Показывая вам Франкфурт, нам хотелось бы вдохновить вас светить и проявляться. Да, светить. Потому что богатство и свет, богатство и щедрость, богатство и добро совместимы. И как доказательство этого существует и процветает это место, этот город. Я думаю, есть среди вас те, кто сейчас работает с этой темой, те, у кого есть мечты, идеи, планы, кто хочет большего и давно готов идти вперед. Пусть этот кусочек Франкфурта станет вашим знаком, поддержкой, маячком, что все возможно, что мечты сбываются, иначе природа не наделила бы нас способностью мечтать. Все это путешествие по Германии было для меня и Стаса одним большим вызовом. Мы учились всему в турборежиме. Да, путешествия даже по своей стране, о котором мы и так все знаем, могут быть развивающими, вдохновляющими и даже ротооткрывающими. Этот шаг посвятить Германии целый месяц научил нас обоих видеть то самое новое вау в привычных и в обычных вещах. Как-то Сократ сказал: «Я знаю только то, что я ничего не знаю».
Мне нравится эта фраза, потому что она открывает портал в чудеса. Каждый раз, когда мы отпускаем свои «я это уже и так все знаю», отпускаем все свои ожидания, случаются чудеса. Ведь откуда нам знать, как именно чудеса приходят к нам? Возможно, это даже и не нужно. Германия была для нас тем самым стаканом, в который, казалось бы, нечего было уже и добавлять. Разве это интересно — исследовать то, что у тебя всегда под носом? Что в этом может быть вообще приятного? Знаете, древние мастера в Азии говорят, что мастерство приходит через глубину, через прикосновение к глубине. Иногда путешествия по своей стране тоже могут быть причиной сильных и приятных изменений в жизни. Наша открытость изучать даже привычное — это, наверное, и есть тот самый инструмент, который ведет нас в глубину, в мастерство жизни. В этом фильме мы показали вам один простой и по-своему интересный способ начать творить свою жизнь и видеть ее чуточку глубже. Ах да, вот еще что. Пожалуйста, пожалуйста, ни в коем случае не верьте нам на слово. Пробуйте. Пробуйте открывать свое. Пробуйте, пожалуйста, изобретать свои велосипеды, даже если кто-то когда-то это уже сделал. Ведь, может быть, в этом и есть сама жизнь. Пробовать. Чтобы каждый из нас смог пройти ее по-своему, изобрести свое и в этом найти самого себя. Короче, ребята, Стас сказал сказать культурно, но слово «объесться» не отражает суть, поэтому я скажу как есть. Я обожрал. И поэтому сезон лета официально открыт у нас.